оставило равнодушным прочтение романа Анны Матвеевой «Перевал Дятлова». Глубины памяти подняли другую повесть, прочитанную много лет назад, и статью «Гибель отряда Уральского политеха» в книге «100 великих тайн». Я не мог найти ответы на многие вопросы. Все казалось нелогичным. Я превратился в исследователя и 6 лет детально, тщательно выстраивал звенья, казалось, несобираемой цепи событий этой странной, загадочной и трагической истории. На карте Северного Урала, в 12 километрах от господствующей горы Атартен, в верховьях реки Лозьва, находится место, обозначенное красными буквами. Перевал Дятлова или урочище Перевал Дятлова. Название этого отдаленного места возникло после трагедии у подножия Мансийской горы Халадчахль, что в переводе «Гора мертвых», когда здесь в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа из 9 туристов, студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Игорь Дятлов – человек незаурядный, в чем-то изобретатель. Список его увлечений, выходящих ввиду трудолюбия на профессиональный уровень, свидетельствует о высоком интеллекте и одаренности. Любовь к технике, радиоделу вкупе с присущим Игорю романтизмом делают его личность редким сочетанием физика и лирика. Как человек разумный и исполнительный, Игорь ждет того же и от других. Будучи руководителем в походах, не спешит принимать критику и альтернативные мнения, будучи убежденным, что руководитель всегда прав. На этой почве бывают конфликты. Но Дятлов уверен, что действует в интересах всей группы и потому настаивает на собственных решениях. Можно много говорить о его умениях и талантах, о товарищеских качествах, готовности прийти на помощь даже незнакомому человеку, но это будет излишне. Достаточно просто сказать, что Игорь – самый обычный замечательный парень, настоящий друг, каких поискать. О Юрии Дорошенко рассказывать непросто. Он человек довольно закрытый и не любит выпускать наружу мысли и чувства. Он сильный человек, сильный во всех смыслах этого слова. Силен физически, и также силен его дух. Лучше всего характеризует Юру известная всем история с медведем, когда он в одиночку, вооружившись геологическим молотком типа кирки, отогнал от лагеря вышедшего к стоянке туристов зверя. Главное в истории не столько Юрина храбрость, сколько самоотдача и готовность пожертвовать собой, защищая товарищей. А ведь ему всего 21 год. Дорошенко, как бы высокопарно это ни звучало, в чем-то образец добровольческого союзного движения. Георгий Кривонищенко — его настоящее имя, но он хочет, чтобы его звали Юрием. Это трудолюбивый и упорный человек. Он хорошо учится, хорошо выполняет рабочие обязанности. К 24 годам он уже назначен на должность прораба. Работает в закрытом элитном Челябинске-65. Но что стоит за этой технической характеристикой? Юра не карьерист. Его открытое лицо, наивный взгляд и простодушная улыбка открывают нам человека, который искренне старается для всеобщего блага и светлого будущего. Он, безусловно, верит, что от труда каждого отдельного человека зависит будущее благоденствие всех, и выкладывается на полную. Возможно, если бы таких людей, как Юра, было больше, светлое будущее вполне могло стать реальностью. Николай происходит из древнего аристократического рода. Все черты его характера свидетельствуют об этом. Он крайне чистоплотен и аккуратен, умеет общаться с людьми, часто шутит, но при этом знает меру, и люди к нему тянутся. Он увлечен литературой, читает много и полностью отдается процессу познания. Тибо — сын репрессированного. Жизнь его всегда была полна трудностей и невзгод, но это его не сломило. Несмотря что тоталитарная машина сказалась и на его судьбе, Коля по-прежнему верит в идеалы равенства и братства. Люда Дубинина из тех людей, на которых можно положиться как на самого себя, и даже больше. Несмотря на юный возраст, Люся мыслит как зрелый, одухотворенный человек, ставя интересы других, безусловно, выше собственных. Всегда всем старается помочь.
причем взять на себя самую сложную и тяжелую работу. Вопрос, о ком заботиться в первую очередь, кому помогать, себе или другим, для Люси не стоит в принципе. На первом месте для нее всегда друг. Она готова действовать в ущерб себе, самоотверженно отдавая все силы. И не считает это заслугой, а наоборот, естественной необходимостью, нормальным поведением. Она хорошо учится, развита интеллектуально и духовно, морально устойчива. Однако при всех перечисленных товарищеских и человеческих качествах Люда еще и самая обыкновенная девушка с наивным взглядом, безумно трогательной улыбкой и чистой, неиспорченной, что так редко встретишь ныне, душой. Она очень ранима и чувствительна, но старается не показывать собственных страданий, чтобы не обременять ими товарищей. Вообще для Люси самое тяжелое — это доставлять кому-то хлопоты. Она хочет отдавать заботу, помощь, тепло, отдавать все до последней капли, но не брать ничего взамен. Неправильно будет думать, что она привыкла к этому, просто Люся не может иначе. Даже мелкие обиды со стороны товарищей глубоко ранят ее, заставляют страдать, но она остается верна дружбе и верна себе, преодолевая слезы и невзгоды исключительно внутри собственного сердца. Коллектив значит для Люды больше, чем она сама. Счастье коллектива больше, чем ее собственное счастье. Она настоящая комсомолка в том понимании, которое некогда было провозглашено этой организацией. Зина — невероятно красивая и привлекательная девушка, без преувеличения не уступающая внешностью кинозвездам. Но ее необыкновенная красота приносит ей самой больше сложностей, чем пользы. Парни воспринимают ее в основном именно как красотку и не замечают внутренний потенциал ее души, что, разумеется, не может ей нравиться. Именно поэтому Зина старается доказать всем, что способна на что-то большее, нежели быть просто украшением. Зина исполнительна, старательна, энергична. Она из тех людей, которые всегда во всем бывают первыми. Она стремится к физическому и духовному саморазвитию и ни на йоту не уступает в этом стремлении мужчинам из своего окружения. Зина не просто одухотворенная личность, она идейный борец, что гораздо важнее. Временами она забывает обо всем, следуя великой идее, хранящейся как сокровище в ее девичьем сердце. Зина может быть жесткой и упорной, если вопрос кажется ей принципиальным, но в то же время она открыта и проста. Ее веселый характер помогает переживать трудности и как магнит притягивает к Зине людей. Это необыкновенное сочетание идейной твердости, веселого характера и нежного сердца делают Зину еще более привлекательной. Используя терминологию прошлого времени, можно сказать, что Зина не просто комсомолка, а уже настоящая коммунистка, готовая жертвовать всем, что имеет сама ради всеобщего блага. Золотарев — настоящий советский человек в подлинном понимании этого слова. Он воевал, имеет ряд наград, а само понятие «фронтовик» уже говорит о многом. Удивительно, но его легкий нрав позволил Семену сохранить добродушие и чувство юмора даже после всего пройденного на фронте. Он не просто турист-любитель, он инструктор турбазы, человек, который к своим 37 годам уже столько повидал и так многому научился, что способен учить других. Золотарев при всех заслугах скромный и непритязательный человек, коммуникабельный. С ним всегда есть о чем поговорить. Он из тех людей, которые могут рассказывать много и интересно, и при этом совершенно не хвастаться собственными заслугами. Он настоящий надежный друг, про которого можно сказать старым, но оттого не менее значимым оборотом времен Второй мировой войны. С ним можно идти в разведку. Саша сочетает в себе и опыт, и прирожденную добросовестность во всем, что делает его незаменимым в общих мероприятиях. Возможно, желая казаться солиднее и старше, любит курить на привалах трубку. Ему хочется, чтобы его надежность и взрослость были заметны сразу. Все хорошо помнят случай, когда при сплаве по реке плот группы, в которой был Саша, перевернулся, и утонули все вещи и припасы отряда, за исключением удачно привязанного рюкзака Колеватова. Осмотрительность Саши во многом просто спасла группу в тот раз. Колеватов — человек, о котором мечтает каждый руководитель. Человек, который все проверит дважды, сделает именно так, как надо, и не допустит никаких оплошностей.
Ну что можно сказать о молодом, видном парне, еще и играющем на мандолине? Конечно же, Рустем заводила в любой компании. Конечно же, он нравится девушкам. Конечно же, очаровывает музыкальным талантом. Слободин знает, чего хочет достичь. Он активно занимается спортом, хорошо учится, стремится быть первым во всем, если так можно сказать, про очень компанейского человека. Он не теряет времени. Каждое свободное мгновение тратит со смыслом. Он силен, энергичен и активен. Конечно же, страсть такого человека – спорт и туризм. С ним всегда весело. И даже трудности на маршруте кажутся веселыми приключениями, если в составе группы есть Слободин. Причины и ход событий катастрофы долгое время были непонятны, несмотря на то, что раскрыть их пытались многие исследователи. А место аварии и памятный обелиск на скале Останце стали целью походов и поисковых экспедиций. С этой историей связано множество слухов и домыслов. Она породила рассказы о каких-то таинственных огненных шарах, летающих над Уралом, и как-то связанных с этой трагедией. Следователи прокуратуры искали, но не нашли следы преступления, а также не смогли объяснить причины и ход событий трагедии. Одна из причин в виде бурана как будто была очевидна, но ею нельзя было объяснить ни загадочные травмы отдельных туристов, ни их странное поведение с роковым поспешным отступлением в лес от брошенной на склоне горы палатки с вещами. Именно это отступление в ночь без теплой одежды, почти без обуви, без снаряжения, которое могло бы их спасти в лютую стужу, стало основным камнем преткновения. Множество возникших гипотез также не проясняли ситуацию. Казалось, что черная тень какой-то непонятной и загадочной силы падала на эту историю и мешала увидеть ее события, оставляя от них только фрагменты. 23 января 1959 года группа туристов в количестве 10 человек отправилась в лыжный поход третьей высшей категории сложности по маршруту Свердловск, Серов, Ивдаль, поселок Вижай, поселок Второй Северный, гора Тартен, гора Ойка-Чекур, река Северная Ташемка, поселок Вижай, Ивдаль, Свердловск. Маршрут, который стал известен немного позже в результате поисков. Как проходил поход, приблизительный маршрут группы можно проследить вплоть до 1 февраля только по записям в их дневниках. Утром разбудим всех бубнячий говор Юрки, Кри и Сашки Колеватова. Погода нам пока улыбается, ибо 6-8 мороза. Ребята договорились, что до 2 Северного довезет Рюки лошадь. От 41-го до него 24 километра. Мы помогли дедушке Славе разгрузить воз сена. Сегодня третья холодная ночевка на берегу Ауспии. Начинаем втягиваться. 30 января. Погода. Температура утром минус 17, днем минус 13, вечером минус 26. Ветер сильный, юго-западный. 31 января. Сегодня погода немножко хуже. Ветер западный. Снег, видимо, съели, ибо небо совершенно чистое. Армянская загадка. Можно ли одной печкой или одним одеялом обогреть нефть туристов? Проводится ежедневно в помещении палатки. Команда радиотехников в составе товарища Дорошенко и Колмогорова установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки. 1 час, 2 минуты, 27,4 секунды. Игорь Дятлов для прокладки собственного маршрута использовал 2-километровую карту местности, которую перед походом через Сашу Колеватова передал Игнатий Фокич Рягин, заместитель начальника Уралгипромедь. Он и указал в дальнейшем, как должна была двигаться группа, и передал информацию через Римму Колеватову полковнику Артюкову, руководителю поисков. У Дятлова же в походе остались и карта Рягина, и 3 маршрутные книжки, одна из которых должна была остаться в спортклубе. Как выяснилось позже, подробный маршрут не описывался и в протоколе городской маршрутной комиссии. О проекте похода тогда никто не вспомнил, хотя в нем по дням был расписан весь маршрут группы. Благодаря снимкам с фотопленок у нас есть возможность увидеть, как проходил поход. Последние снимки были сделаны 1 февраля вечером при установке палатки на склоне горы Халатчахаль на ее северо-восточном отроге. Согласно плану похода, в контрольный срок не позднее 12 февраля
Группа должна была дать телеграмму из Ивделя о завершении маршрута, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Но телеграмма не пришла. Ребята не вернулись. Первыми забили тревогу родные ребят и Юрий Блинов, руководитель другой туристической группы УПИ, следовавшей вместе с дятловцами от Свердловска до поселка Вижай, где их маршруты разошлись. 20 февраля председатель правления спортклуба УПИ Лев Семенович Гордо и руководитель туристской секции спортклуба Юрий Блинов вылетели в Ивдель, а 21-22 февраля провели разведку на самолете начального участка по реке Ауспии и разведку на вертолете конечного участка маршрута группы Дятлова по реке Вижай и Северная Ташенка. Опросили местных жителей. Следов группы они не обнаружили. 20 февраля собрание туристов УПИ провело сбор поисково-спасательных отрядов. Первый такой отряд из 11 человек под руководством Бориса Славцова вылетел 22 февраля в Ивдель, и на другой день они 2 вертолетами были переброшены к восточному отрогу горы Атартен. В тот же день, 23-го, из поселка Суеват-Пауль по реке Ауспия вышла группа охотников Манси с радистом-геологом Егором Неволиным. 24 февраля у горы Ойка-Чахаль высадилась поисковая группа Олега Гребенника. 24 февраля руководители штаба поисков полковник Артюков и мастер спорта по туризму Евгений Масленников поняли, что группа Дятлова пропала где-то между горами Атартен на севере и Ойка-Чекур на юге, на огромном 80-километровом участке заснеженной тайги и открытых всем ветрам вершинам гор Северного Урала. Идя навстречу друг другу по хребту Поясовый камень, отряды Бориса Славцова и Олега Гребенника должны были найти лыжный след ребят и двигаться по нему. Для ускорения поиска 25 февраля южнее горы Атартен высадился отряд военных охотников-следопытов капитана Чернышова из 5 человек, а 26 февраля у Атартена отряд друга Дятлова Моисея Аксельрода с альпинистами Сергеем Согриным и Типикиным. К поиску готовился отряд и Владислава Карелина из 6 человек. Этот отряд прибыл сразу же после окончания своего похода, во время которого 17 февраля в 7 часов утра на рассвете вся группа Карелина несколько минут наблюдала загадочный полет огненного шара. Шар светил светом полной луны с ореолом в 5-6 лунных диаметров. Позже следствие установило, что этот НЛО наблюдала метеоролог Токарева, часовые на постах Ивдель-Лага, и об этом же явлении 18 февраля вышла заметка в газете «Тагильский рабочий». К 26 февраля выяснили, что группа Дятлова после расставания с группой Блинова в Вижае 25 января на следующий день выехала на 41-й квартал и остановились на ночлег. 27 января дятловцы налегке подошли к нежилому поселку 2-й Северный. Рюкзаки везли на санях с возчиком Вылюкевичусом. Отсюда после ночлега ребята отправились в путь по реке Лозьве, а возчик с подводой и заболевший Юрий Юдин вернулись на 41-й квартал. После 28 февраля группу Дятлова никто больше не видел. Лишь охотники Манси сообщили, что 14-16 февраля в долине реки Ауспии, правого притока Лозьвы, видели следы стоянки какой-то группы туристов и след от их узких лыж. След видел пастух Анямов Андрей примерно 8-9 дней назад. След узких спортивных лыж. Количество человек не установлено. Следы направляются от верховья Ауспии в направлении восточного склона к северу. Нужно искать в этом месте, а также на западном склоне хребта по верховьям рек Ванья и Вишера. Сюда, в долину Ауспии, и направился 24 февраля отряд Бориса Славцова. Затем, 25 февраля, отряд нашел следы лыж и стоянку дятловцев на Ауспии. 26 февраля спасатели добились первых успехов. При разведке верховьев Ауспии Борис Славцов и Михаил Шаравин с перевала обнаружили палатку группы Дятлова на склоне горы Халатчахль.
стоянке отряда Слабцова подошли охотники Манси с радистом Неволиным. К концу дня Слабцов смог сообщить в штаб по рации о найденной палатке. 27 февраля группы поиска на вертолетах стянули к перевалу у горы Халатчахаль. Сюда же прибыли Артюков с Масленником и следственная группа Ивделя под руководством прокурора города Василия Тимпалова. Находки породили массу загадок. Палатка группы Дятлова лежала под снегом в смятом состоянии. Устояла только передняя стойка у входа, прижатая слоем слежавшегося снега. Как показали эксперты, скат палатки изнутри был разрезан ножом в 3 местах и сильно разорван с отрывом кусков крыши. В палатке нашли почти все снаряжение группы, в том числе большую часть теплых курток и обуви. Очевидно, что ребята по неясным причинам срочно покинули палатку. По обнаруженным следам группы поисковики спустились на 1,5 километра в долину реки Лозьва и у высокого кедра обнаружили остатки небольшого костра и 2 юр – Дорошенко и Кривонищенко. Их тела были припорошены снегом. Оба раздеты до нижнего белья и накрыты одеялом. День 27 февраля оказался богатым на страшные находки. В 400 метрах от кедра по направлению к палатке было обнаружено занесенное снегом тело Игоря Дятлова. В 500 метрах от кедра под плотным слоем снега тело Зинаиды Колмогоровой. Оба были достаточно тепло одеты, но без обуви, в носках. Через неделю между точками, в которых были найдены Дятлов и Колмогорова, при помощи зонда под снегом был обнаружен Рустем Слободин. Таким образом, найденные тела располагались на обозримой прямой, ведущей от кедра к палатке. По расположению найденных тел стало ясно, что они пытались вернуться к палатке, но так и замерзли в динамических позах. 2 марта спасатели в долине Ауспей нашли лабаз дятловцев. Прокурор-криминалист Свердловской области Лев Иванов в присутствии начальника поисковой партии Масленникова и Бориса Слабцова составили протокол о находке лабаза и его содержимом. Лабаз расположен на месте предпоследней ночевки группы Дятлова, хорошо закрыт дровами, еловыми лапами и снегом. Погибших подняли на перевал к скале Останцу, у которой обычно садился вертолет. Так что же случилось на склоне горы с группой опытных туристов? Все обнаруженные вещи и дневники ребят были собраны и изучены следственной группой. Проявлены найденные фотопленки и отпечатаны фотографии с них. Из дневников стало ясно, что 31 января группа Игоря Дятлова вышла на перевал у горы Халатчахаль, где дул северо-западный встречный сильный ветер. Группа ощутила резкую перемену условий при выходе из зоны леса на верхнюю, открытую часть в зону горной тундры. Резко усилился ветер, а снег из рыхлого превратился в твердый наст. Для ночлега они спустились чуть ниже, в лес долины Ауспи. Утром 1 февраля ребята заложили лабаз и в середине дня вышли в сторону от Артена, до которого было около 12 километров. Они поднялись на отрог горы Халатчахаль и встали на холодную ночевку без костра и печки на открытом безлесном скате горы, приготовив на утро печку с дровами для отогрева ботинок и готовки завтрака. Ранее, во время уточнения пути и местных условий, бижайский лесник Иван Ремпель предупредил Дятлова и Колмогорову о том, что в зимнее время идти по Уральскому хребту опасно, так как там имеются большие ущелья, ямы, в которые можно провалиться, и кроме того там свирепствуют сильные ветры, сносящие людей на открытой части гор. Туристы ответили: для нас это первый класс. Этот эпизод протокола, один из многих, важен для понимания ситуации. Ориентируясь на дневниковые записи, катастрофа произошла в ночь с 1 на 2 февраля. Как установил прокурор Тимпалов, зафиксировал в протоколе, вниз от палатки шли 8 пар следов.
По мнению поисковиков, вся группа Дятлова была в сборе, а разделение двух пар следов от остальных отмечено только на начальном 40-метровом участке спуска. Они же следы сошлись и уже не разделялись. На верхнем участке следы имели вид выступов платформ застругов на плотном насте, а редкие остатки следов на осыпях камней и в лесу были вмятинами, занесенными снегом. Радиограмма Сульману 28.02. Подняли на площадку вертолета 3 трупа. 4-й будем поднимать завтра, его лицо совершенно занесло. Поэтому есть еще мнение, что это Дорошенко, а не Золотарев. Почему группа в полном составе, полураздетая, бросила палатку, пока установить не удалось? Совершенно непонятно. Завтра будем щупом искать людей на участке глубокого снега. Неволен. 1 марта были найдены тела 5 погибших: Юрия Кривонищенко, Юрия Дорошенко, Игоря Дятлова, Зины Колмогоровой и Рустема Слободина. Поиск Людмилы Дубининой, Семена Золотарева, Александра Колеватова и Николая Тибо-Бриньоля 2 месяца был безуспешен, хотя более 5 гектар площади между палаткой и кедром прозондировали короткими и удлиненными до 2 метров зондами. Прибывшая в начале марта группа из туристов-мастеров спорта из Москвы Бардина, Баскина и Шулешко советовала прекратить работы крупными группами в 30-40 человек, оставив 5-6 человек до схода снега. Но власти области приказали выполнять работы в полном объеме. Группы поиска из туристов, альпинистов и военных перевозились вертолетами и сменяли друг друга через каждые 2 недели. 31 марта в 4 часа утра ночью, случайно выйдя из палатки, Сергей Сагрин из лагеря на Ауспии опять увидел в небе блеск звезды в ореоле огненного шара со светом полной луны. Он и дежурный Мещеряков подняли спасателей, которые около 20 минут наблюдали, как звезда летела по юго-восточной части неба на восток. Когда она ушла за склон горы, на небе блеснула вспышка, как от электросварки. Явление произвело психологический эффект. Поисковики обсуждали разные версии трагедии, но после этого наблюдения, аналогичного более раннему наблюдению группы Карелина, многие из них стали считать, что это НЛО могло быть связано с трагедией, поскольку ситуация с выбегом на мороз, в чем спали, очень походила на ситуацию у палатки дятловцев. С 1 марта следствие от Василия Тимпалова принял назначенный Свердловской областной прокуратурой следователь Лев Иванов. Тогда еще молодой следователь Владимир Каратаев следствие по этому делу не вел, а только помогал при отдельных следственных действиях. В частности, он установил непричастность местных жителей Манси к этой трагедии, хотя такие мнения высказывались. 28 февраля им были взяты экспертные материалы и доставлены в следственный отдел города Ивделя. Иванов и поисковики упорно искали на месте трагедии следы и улики, которые могли оставить посторонние люди. Но ни одного следа или вещественных доказательств в пользу присутствия посторонних не нашли. При этом местные охотники Манси уверенно заявляли, что если бы в районе трагедии были посторонние люди, то они бы это обнаружили точно так же, как нашли следы группы Дятлова. Полагали, что обнаружение последних 4 членов группы позволит ответить на все вопросы. Но найти их не удавалось. В поисках прошел апрель, и склоны горы стали обнажаться из-под снега. В начале мая появились новые находки. Они привели в ложбину ручья в 70 метрах от кедра. 3-метровыми зондами под глубоким снегом спасатели нащупали и затем раскопали настил из веток пихт. Там же нашли предметы одежды. И только в 6 метрах ниже, в ручье, обнаружили последние тела. Только с помощью 3-метровых зондов поисковик Аскинадзе обнаружил Людмилу Дубинину, а затем были найдены и оставшиеся 3 участников группы Дятлова. Александр Колеватов и Семен Золотарев лежали, обнявшись грудью к спине, на краю ручья. Николай Тибо-Бриньоль находился ниже всех в воде ручья. Рядом с погибшими нашли нож финского типа, которым резали и палатку, и пихты для настила. Тайны трагедии постепенно стали раскрываться, когда за исследования взялись опытные туристы и привлекли профессионалов из смежных областей знаний.
Поиски привели к ответам на отдельные вопросы. А вся версия прошла насквозь, соединив известные факты в цельную причинно-временную цепочку событий трагедии. А недостоверные факты и гипотезы после проверки были отброшены. Для этого пришлось узнать все, что было собрано в результате огромных поисковых работ в течение более 2 месяцев, и все, что было собрано следствием. Тела последних погибших, так же как и первых, доставили в Ивдель в спецбольницу. При санобработке и первичном осмотре хирургом Иосифом Прудковым и старшей операционной сестрой Пелагеей Солтер серьезных внешних повреждений обнаружено не было. Новые загадки возникли при вскрытии. У 2 погибших обнаружили множественные прижизненные переломы ребер, 6 переломов слева и 4 двойные перелома справа у Люды Дубининой, 5 двойных переломов справа у Семена Золотарева. Все переломы находились или в середине груди, или на среднеподмышечных линиях справа. Трудную загадку таила травма сердца Люды Дубининой, кровоизлияние в правый желудочек сердца без каких-либо повреждений сердечной сумки перикарда и других внешних признаков этого повреждения. Тибо Бриньоль имел вдавленный височный перелом 9 на 7 см справа и 17-сантиметровую трещину основания черепа. У Слободина имелась также височная трещина, 6-сантиметровая височная трещина, которую тоже обнаружили только при внутреннем исследовании. Следствие не могло дать ответы на вопрос, как были получены эти травмы без внешних повреждений. Пологий спуск к кедру с горы, без скал, сбросов и крупных камней, казалось, исключал вариант получения данных травм от падений. Ввиду того, что такие падения не могли не оставить и внешних следов повреждений. Вызывали вопросы и легкие травмы дятловцев на открытых частях тела, прежде всего на лицах, поскольку такие травмы в походах получают крайне редко, а таких травм было получено очень много. Следователь терялся в догадках. В связи с гипотезами об огненных шарах он собрал целый набор свидетельств о наблюдениях этого явления, приобщил их к делу и решил провести радиологическую экспертизу фрагментов одежды и тел погибших. В 40 образцах тканей погибших никаких превышений норм радиации не обнаружили. На 3 из 10 фрагментах одежды нашли малое превышение уровня бета-радиации. Они в 3 раза превышали естественный фон на участке коричневого свитера Люды Дубининой и в 2 раза на низе и поясе шаровар Колеватова. Но и здесь Иванов получил только новую загадку, откуда и как появилась эта радиация. Следствие зашло в тупик. Оно не смогло однозначно объяснить причины трагедии. Остались невыясненными вопросами, что заставило группу покинуть палатку, как были получены травмы и еще немало других, включая и огненные шары с радиацией в придачу. А сроки истекали, расследование и так продлили до 28 мая, и до этой даты требовали закрыть дело. Тем более, что Генпрокуратура РСФСР требовала прислать результаты следствия на проверку. О результатах следствия Лев Иванов доложил руководству Свердловского обкома. В этих условиях первый и второй секретари обкома Кириленко и Иштокин приказали закрыть дело, отчитаться перед Москвой, а после возврата дела засекретить его. Вывод следствия был следующим. Никаких следов уголовного преступления или мотивов такого преступления прокуратура не обнаружила. Причиной гибели туристов явилась непреодолимая стихийная сила и переохлаждение. Имел место несчастный случай, а не преступление. Связь огненных шаров и радиации с причинами трагедии установить не удалось. Подозрения же по поводу связи этих явлений с какими-то секретными испытаниями, о которых местные власти ничего не знали, заставили засекретить дело для пресечения слухов. Но многочисленные слухи об огненных шарах, о радиации и ядерных взрывах все равно стали расходиться по Свердловску.
К ним добавились и слухи о том, что якобы в ночь трагедии группа Шумкова с вершины горы Чистоп наблюдала полет какого-то неопознанного объекта — огненного шара. Слухи эти имели достоверную основу. Имелось в виду сообщение ТАСС о пусках в СССР первых межконтинентальных баллистических ракет, запусков спутников. Авария под городом Кыштым в 1957 году на комбинате «Маяк» с выбросом радиоактивных веществ. И в виде сливов в реки из предприятий области всякой радиоактивной грязи, которые тогда делались просто по халатной небрежности и непониманию опасности, которую она несет. А предприятия по переработке радиоактивных веществ уже тогда построили колоссальные. Например, огромный электрохимический завод Д1 по обогащению урана под Свердловском, на котором стояли десятки тысяч газодиффузионных машин, которые в начале 60-х годов заменили на несколько миллионов газовых центрифуг, которые работают до сих пор. 15 лет работы нескольких таких гигантов позволили достичь ядерного паритета с США, произведя более 30 тысяч ядерных боеприпасов из высокообогащенного урана 235 и оружейного изотопа плутония 239. В Советском Союзе же во время Холодной войны высокая секретность во всем была суровой необходимостью, а не прихотью руководства страны. В условиях, когда США имели 20-кратный перевес 6000 к 300 по стратегическим наступательным вооружениям, приходилось засекречивать все – и ракеты, и ядерное оружие, и все стратегически важные объекты, которые в случае войны стали бы целями для ядерных ударов США. Так что и секретность в данном деле была не прихотью властей, а суровым велением времени. Все акты о результатах радиологической экспертизы попали в совершенно секретный архив. И само уголовное дело было засекречено. Только в 80-е годы уголовное дело под номером 3/2518-59 было признано общественно значимым и рассекречено. В 90-е с волной спекуляций и обвинительных статей свободной прессы на тему трагедии группы Дятлова дело перевели в режим ограниченного доступа. С ним можно было ознакомиться только с разрешения прокуратуры. Для ознакомления с материалами закрытого уголовного дела я запросил об этом, послал запрос в прокуратуру Свердловской области. Мне на этот запрос отказали, как и всем. Но спустя год после прочтения первой редакции моей книги прокурор области Векшин распорядился дать возможность мне ознакомиться с этим делом. И в 2009-2010 годах я с этим делом ознакомился. По материалам дела удалось уточнить многие факты, связанные с трагедией. Ничего особо секретного и никаких следов криминала в деле не оказалось, хотя следователи их тщательно искали. Выводы в деле об отсутствии этих следов, безусловно, верные. Никаких предположений о техногенной аварии в связи с фактами наблюдения огненных шаров и радиации в деле нет, поскольку не удалось установить их связи с трагедией по времени и месту. Требовалось найти ответ, что это за огненные шары и как их полеты связаны с трагедией. Одна из версий — пуски зенитных ракет по разведывательным шарам-зондам, которые американцы запускали тысячами на территорию Советского Союза. Параллельно проверялась и связь с трагедией испытания самолета-снаряда «Буря». Гипотеза моя оказалась неверной и завела в тупик, который я решил преодолеть с помощью специалистов, председателя уфологической комиссии Русского географического общества Герштейна и члена-корреспондента Академии космонавтики и историка ракетной техники Железнякова. С первым я познакомился в Русском географическом обществе на лекции об НЛО Урала при аварии группы Дятлова, а книгу второго «Взлетая-падала ракета» случайно купил с лотка. Я имел 3 достоверные свидетельства с указанием точного времени полета огненных шаров,
2 от 1959 года 17 февраля и 31 марта и одно от 16 февраля 1979 года, 20 лет спустя. В книге Железнякова обнаружилась интересная запись о пуске ракеты «Союз-УС-Плесецка» именно 16 февраля 1979 года. Она совпала с достоверным наблюдением огненного шара краеведом Штраухом из Полуночного, недалеко от Ивделя. Но космодром в Плесецке в 1959 году еще не построили, а записи о пусках ракет 17 февраля и 31 марта 1959 года в книге Железнякова не оказалось. В разговоре со мной уфолог Герштейн сказал, что эти огненные шары определенно являются, по его мнению, следами прохождения ракет в атмосфере. И вскользь он вторично упомянул о пуске ракеты Р-7 с Тюратама с Байконура 17 февраля 1959 года. Железняков по базовому своему образованию оказался коллегой-политехником, и он быстро похоронил и версию о зенитных ракетах, и версию о буре по хронологии запусков самолета-снаряда. Он обещал уточнить время пуска ракет с Тюратама в указанные мною даты. Дополнительно я провел расчеты высоты полета ракет, при которой они выходили в зону прямой видимости из района Северного Урала. Высота полета с учетом высоты нахождения наблюдателя до 1000 метров составляла немногим более 200 километров и могла быть еще меньше с учетом явления преломления света в атмосфере. Ответ Железнякова, полученный мной 8 февраля 2007 года, был ошеломляющим. Время полета межконтинентальных баллистических ракет Р-7 точно по минутам совпало со временем наблюдения полетов огненных шаров 17 февраля и 31 марта 1959 года. Высота их полета в апогее превышала 1000 километров. Тайна огненных шаров для меня раскрылась, хотя сразу трудно было поверить, что явление наблюдалось столь эффектно с такого огромного расстояния. Но стало ясно, что только при удалении более 2000 километров и при большой высоте полета порядка 1000 километров можно наблюдать полет королевской ракеты, летящей со скоростью до 6 с лишним километров в секунду в течение 10-20 минут. Люди столкнулись с ранее неизвестным оптическим явлением и не смогли тогда его объяснить. Оказалось, что по условиям наблюдения лучше всего именно с Северного Урала видеть эти полеты. Герштейн по датам пусков ракет и по своим данным свидетельствам разных людей о наблюдениях НЛО обнаружил еще целый ряд явлений, прямо совпавших по времени с полетами ракет. Проверка же Железняковым времени всех других запусков метеорологических, исследовательских и испытательных полетов ракет показала, что в ночь трагедии никакие старты не производились. В ночь с 5 на 6 февраля с вершины Чистопа группа пединститута Шумкова наблюдала полет падающей звезды, сигнальной ракеты, о чем позднее рассказывал участник этой группы Михаил Владимиров. 4 мая 2011 года в Екатеринбурге наблюдали полет огненного шара ракеты «Союз-2-1» со спутником «Меридиан», запущенной с космодрома Плесецк. Ракетная версия трагедии рухнула. Она ничем не подтверждалась, а факт отсутствия пусков всех классов тяжелых ракет в ночь трагедии ей прямо противоречил. Малые же ракеты до этой глухомани долететь не могли. Ясно, что вне полигонов крайне дорогие испытания новой техники никто проводить не мог. А отсутствие следов на месте трагедии отрицало факт случайного падения ракеты. И по характеру травм, полученных туристами группы Дятлова, можно судить о том, что они не могли быть получены в результате взрыва.
С радиацией на одежде дятловцев тоже пришлось разобраться. Информации экспертиза дала очень мало и по современным понятиям крайне примитивной, без данных о составе радионуклидов, которые вызвали эту радиацию, без анализа спектрометром, с использованием устаревшего сейчас прибора типа ранних модификаций прибора ДП-100. Поэтому узнать полный состав загрязнения невозможно. Удалось выяснить, что продукт не слишком свежий и не слишком старый, и что он содержит радиоактивный стронций. Попытка же обращения к специалистам ни к чему не привела. Когда профессоры физики узнавали, о каких уровнях радиации идет речь, то сразу говорили, что это сущая чепуха. И все же, откуда могли взяться пятна с ничтожными уровнями радиации? Возможных источников заражения было много. И учреждения, где работали Колеватов и Кривонищенко, и радиоактивные осадки из атмосферы, и военные вертолеты, на которых перевозили погибших, и отвалы геологов. Но не было явных признаков, которые помогли бы однозначно выделить источник заражения. Тупик здесь заставил меня изменить направление поиска. Я решил установить, на ком находились светящие предметы одежды. По документам дела удалось узнать, что наибольший уровень на свитере Дубининой и на поясе и низе шаровар Колеватова. В какой-то момент анализа сразу несколько фактов сложились вдруг вместе в один простой и понятный вывод. Светили радиацией. Самые загрязненные участки одежды, касавшиеся мокрой почвы. На это указывали выводы экспертизы и месторасположение последних найденных тел погибших. А самые промытые водой участки одежды Тибо давали уровень примерно в 5 раз ниже естественного. Круг фактов замкнулся. Радиация попала на отдельные участки одежды из верхнего слоя почвы. В почву активированная пыль попала с атмосферными осадками после атомных испытаний на Новой Земле по превалирующим в районе северо-западным ветрам. Этот вывод согласовывался и с выводом экспертизы о заражении одежды радиоактивной пылью. Все предположения о связи трагедии с какими-то атомными испытаниями рухнули. Не было никаких атомных испытаний и никаких атомных объектов вблизи места трагедии. Таким образом, все техногенные версии катастрофы разрушились, поскольку в результате анализа свидетельств и всех доступных документов никаких достоверных фактов в пользу техногенной аварии не оказалось. Нет также и подтверждений гипотез о каких-то аномальных явлениях, будь то инфразвук, шаровая молния, холодная плазма и другие. Версия о нападении диких зверей тоже не подтвердилась, поскольку никаких следов воздействий зверей на телах погибших не было обнаружено. Среди вещей группы, найденных на месте трагедии, имелось несколько предметов, которые пытались приписать посторонним людям доказательства уголовного преступления. Мы с опытным юристом Петровым, специализирующимся по уголовным делам, тщательно изучили все дело в поисках следов криминала и объяснения происхождения и назначения этих вещей. Удалось установить принадлежность всех вещей или группе Дятлова, или какому-то мусору, потерянному поисковиками в месте трагедии, например, обломанного носка лыжной палки. Получил объяснение и рулон кинопленки, найденный у палатки. В вещах группы нашли второй рулон, и обмотка шинельного сукна с солдатского образца, и пояс с завязками, оказавшиеся поясами от ватников дятловцев, которые использовались и как шарфы. Стандартные солдатские обмотки для ног имели совсем другую длину, 215 см, другие ширину и форму. Следы ботинка и валенка среди обнаруженных следов на склоне получили объяснение, поскольку на ногах Золотарева обнаружили бурки, мягкие фетровые сапоги на твердой подошве, а на ногах Тибо валенки.
В целом и в материалах дела, и в показаниях живых свидетелей событий мы с Петровым не нашли никаких улик или признаков криминала. Поэтому за неимением подтверждающих фактов все версии и предположения о каких-то криминальных причинах трагедии группы Дятлова мы отбросили как недостоверные. Исследование топонимики названий показало, что до трагедии группы Дятлова никто и никогда не называл высоту 1096 горой мертвых. Только после этих страшных событий Мансийская гора Хола-Чахль, то есть Средняя гора у истоков реки Лозьва, становится зловещей горой Хола-Чахль, горой мертвых. Кроме буквы «Т» к названию горы приклеивают цифру 9, добавляя еще и легенду каких-то 9 манси, якобы погибших еще во времена Всемирного потопа. Интересно, что никто из манси в ходе следствия и поисковиков не сообщал об этой легенде. Она рождена болтунами и фантазерами. Вот так же от горы От-Тархан-Сехыл, горы «Пускающий ветер», было взято название, и под искаженным его вариантом Атартен много лет назад его присвоили другой, господствующей в районе по высоте горе, отстоящей на несколько километров, Мансийской горе Лунд-Хусап-Сехыл, горе Гусиного гнезда, горе у озера Гусиного гнезда. А сейчас Атартену в кинофильмах присваивают смысл «не ходи туда», хотя по-мансийски это по-прежнему означает «гора, от которой дуют ветра». А название «не ходи туда» идет от статьи Ивана Соболева в 11 номере журнала «Техника молодежи» статьи «Легенды Северного Урала». Это название легенда, но оно недостоверное. «Не ходи туда» — это не Атартен. Вот так из слухов и домыслов рождаются мистические бредни и зловещие названия. Они появляются от непонимания сути происходящего, когда в своих фантазиях люди хотят видеть какую-то сказку, оторванную от реальности. Пусть эти названия останутся, они уже история. Но все же надо знать от начала исторические корни и названий, и легенд. Никакой мистики, суеверных и сказочных объяснений причин трагедий для этого не требуется. Профессор анатом военно-медицинской академии Корнев Михаил Александрович, имеющий опыт работы судмедэксперта в таежных поселках Хабаровского края, разъяснил некоторые вопросы, касающиеся характера травм, полученных при аварии группой Дятлова. Что конкретно можно сказать об источнике тяжелых травм? Как они были получены? В результате каких воздействий? Характерны переломы ребер, черепные травмы, причем все без видимых внешних признаков повреждений. Видите, в чем дело? Для того, чтобы говорить о характере этих травм, надо судить, какие были травмы. Травмы там разные, естественно. В основном это травмы. То, что мне удалось увидеть, это травмы, связанные либо от давления, либо при ударе о какие-то твердые предметы, либо, наоборот, при падении какого-то твердого предмета. Но, в принципе, это все травмы, которые сходны с любыми травмами, связанными с воздействием твердого механического предмета. Либо при ударе об него, либо, наоборот, при падении данного предмета на данного человека. Как возникла внутренняя травма сердца Дубининой с кровоизлиянием в стенку правого желудочка сердца? Верно ли мнение возрожденного о том, что Дубинина с этой травмой могла прожить всего 10-20 минут? Внешние повреждения встречаются тогда, когда человек не одет, либо легкая одежда какая-то на нем. Учитывая, что это зимние условия, они все находятся в теплой одежде, поэтому внешних повреждений может и не быть. И тогда все основные повреждения в основном внутренние. То, что касается сердца, повреждений сердца, здесь трудно говорить. Может быть, это повреждения, связанные от сдавления и заодно при травме грудной клетки. А может быть, изменения в сердце возникли уже после того, как было какое-то механическое повреждение. Потому что смерть была не моментальная. И поэтому говорить о том, что они одномоментны, эти повреждения, есть вероятность ошибки. Могли ли Дубинина и Золотарев
со множественными переломами ребер передвигаться вниз самостоятельно, либо с помощью товарищей при поддержке с боков. У нас люди с повреждением ребер, правда, не таких множественных. Иногда еще и Олимпийские игры выигрывают, как Карелин, например, имея 2 ребра сломаны. А здесь идет вопрос о передвижении. Естественно, что даже множественные повреждения ребер не могут быть противопоказанием, чтобы человек не спустился, особенно в экстремальных условиях. Ну, не то, что спустился, но передвигался. А уж с помощью товарищей вполне естественно. Возможно ли получение таких травм в результате взрыва? То, что касается взрыва самого, это вряд ли, конечно. Но здесь очень опосредованно. Взрыв мог привести к тому, что возник какой-то камнепад, лавина и так далее. И уже только эти факторы могли их вызвать такого рода повреждения. За неимением других фактов очень много разговоров о каком-то странном цвете кожи погибших и о трупных пятнах. Чего стоят эти факты о потемнении и цвете кожи погибших? Описание цвета кожи, кожных покровов, это вообще вопрос очень субъективный. И как его описывал эксперт или кто занимался исследованием, это его личное восприятие характеристики и цвета кожных покровов. То, что она всегда изменена после такого длительного времени, это естественно. И причем диапазон этих изменений может настолько широк, что во весь этот диапазон укладывается характеристика посмертных изменений кожи после гибели. Механизм нанесения основных и косвенных травм стал понятен. Сверху на палатку давила снежная доска, снизу под ней уложенные лыжи. Ребята оказались между молотом и наковальней. Импульс сдавливания оказался таковым, что сломал ребра Дубининой и Золотареву и нанес вдавленные черепно-мозговые травмы Тибо и Слободину. Причем вследствие опоры их голов на жесткие предметы, например, фотоаппарат, действие импульса здесь сказалось значительно сильнее. Нагрузка на разных обитателей палатки была неравномерной, поэтому серьезные травмы получили только 4. Остальные пострадали меньше, хотя у большинства из них тоже были явные признаки сотрясения мозга. Расположение же следов дятловцев на склоне шеренгой указывало как раз на способ спуска с поддержкой раненых с боков. Но и отсутствие 9-й пары следов, замеченное Темпаловым, свидетельствовало о том, что одного из раненых дятловцы несли на себе. Ключом к верному пониманию картины событий были основные причины гибели дятловцев от переохлаждения и полученные ими травмы. По 40-летнему опыту своих походов мне ясно, что такие странные травмы в тех условиях могла нанести только снежная лавина. За гибелью группы Дятлова от переохлаждения стояли факторы воздействия холода и ветра, вызванные резким ухудшением погодных условий в ночь трагедии. Но эти предположения по линии развития естественной природной версии трагедии тоже нуждались в тщательной проверке. Не был понятен характер лавины и причина, по которой она сошла. Естественно, природная версия трагедии появилась в 1991 году в статье, написанной другом Дятлова, мастером спорта Моисеем Аксельродом для книги Рундквиста «100 дней на Урале», которая вышла в 1993 году. Эта версия исходно не была чисто лавинной. Она была версией лавинно-холодной трагедии, в которой события объяснялись совместным воздействием и лавины, и мороза, и сильного ветра. Исходно ошибались те, кто пытался свести главные причины трагедии только к лавине или только к переохлаждению. Эти факты воздействовали совместно, и именно поэтому события имели столь трагический оборот. До этого подобную версию никто не выдвигал, поскольку даже опытные туристы не считали место, на котором была установлена палатка, на склоне крутизной около 20 градусов лавиноопасным. Следствие также не могло принять эту версию, ввиду того, что она ничем не была подтверждена. Группа Дятлова впервые столкнулась с опасностью пластовых лавин на пологих склонах. Эту опасность и сейчас многие не осознают.
О крайней опасности ветров на открытой части гор Игоря Дятлова предупреждали и вижайский лесник Иван Ремпель, и другие местные жители. Но, видимо, Игорь Дятлов не в полной мере оценил эту опасность в тех условиях, с которыми его группа позже столкнулась. Аксельрод не избежал ряда ошибок в своей версии, не успел уточнить и углубить ее. Позже он все же связывал начало схода лавины с каким-то техногенным воздействием, с каким-то взрывом, хотя причины схода лавины были иными. Моисей Аксельрод скончался в 1997 году и не смог защитить свою версию событий, поэтому она не была принята и не получила поддержки в среде туристов-лыжников. Я же увидел, что она состоятельна и объясняет главные причины трагедии. Научный руководитель станции географического факультета МГУ, доцент кафедры криолитологии и глициологии, специалист по лавинам Володичева Наталья Андреевна ответила на вопросы, касающиеся лавинной опасности этого района Северного Урала. Каковы общие условия формирования и схода лавин? Для того, чтобы сформировались лавины, необходимы вот этих два действительно условия. Достаточная крутизна склона и снегонакопление. И лавины сходят и при меньших накоплениях снега, а склон наиболее благоприятный для схода лавин вот как раз в районе 20-22 градусов. Это вот наиболее благоприятные склоны, на которых формируются лавины. Что послужило причиной формирования и схода лавины? Что в основании этого снежной толщи находились горизонты разрыхления, которые именно они и нарушение этих горизонтов фактически, которые сделали сами ребята, участники этой экспедиции, они ставя свою палатку, они нарушили целостность снежных горизонтов и, собственно, сами способствовали таким образом формированию лавины. То, что лавина не сошла в момент установки палатки, это еще ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что напряженное состояние снега на склонах было, и оно отразилось, вот их работа там, их пребывание там могло способствовать, так сказать, нарушению устойчивости снега на склоне. Какого типа была эта лавина? Что такое снежная доска? Это и есть, собственно, такой снежный разрез, в котором на поверхности лежит плотный горизонт, созданный в результате метелевой деятельности. А то, что там была метель, это тоже было очевидно. Там сильные ветры. Собственно, ребята и спрятались от сильных ветров в укрытие. И вот эти сильные ветры создают уплотненный наверху горизонт, но тем активнее формируется в подстилающей поверхности, тем активнее формируются разрыхленные горизонты. Этот пласт теряет и связь с вышележащими горизонтами и сходит таким образом лавины. Так их и называют пластовые лавины. Снежные доски – это вообще одна из главных причин формирования лавин очень большого типа, больших лавин. Причем бывают отрывы снежной доски длиной в несколько сотен метров, когда весь склон приходит в движение. В данном случае это была локальная лавина. Да, она была совсем небольшая по объему, но, к сожалению, то, что не был измерен объем лавинных отложений, то, что никто не сделал после этой аварии, никто не сделал снегомерных работ вокруг этой территории, с тем, чтобы убедиться, что это действительно была лавина. Какие травмы наносят снежные доски? В первую очередь страдают ребра. Даже вот те, кто попадали в лавины и ухитрялись из них выбраться, лично, сами, самостоятельно, например, Отто Уотер написал в своей книжке «Охотники за лавинами» собственные описания собственных эмоций, как он выбирался из лавинного снега. Эмоции человека, который выбирается из лавины, преодолевая боль, преодолевая связь, так сказать, вот это усилие лавины затянуть из себя вовнутрь, человек терпит большие травмы, получает большие травмы. Каким образом можно было покинуть палатку при сходе такой лавины? Люди, оказавшиеся в палатке, в результате давления снега на эту палатку, человек неизбежно принимает какие-то меры.
Если он не может открыть палатку через вход, он ее вынужден разрезать и разорвать дальше, чтобы выбраться скорее из-под этого давящего на людей снега. Если выдвинуты несколько версий этой аварии, то надо каждую версию рассматривать от начала до конца. И версия, вот если рассмотреть версию лавинную, то мне она кажется наиболее логичной. Какова ваша оценка условий формирования и исхода лавин в условиях гор Северного Урала? Но здесь, вот в этой ситуации, можно говорить о том, что мы знаем о том, что в этом районе сходят лавины. Да, мы это знаем. Да, этот район попадает в лавиноопасную территорию. И туристы, которые отправляются в этот район, должны это знать. Они должны это заранее знать. Те ребята, которые в 1959 году попали в эту ситуацию, конечно, они многих вещей не знали. Они многих вещей не знали и не понимали. И самое главное, что среди них опытным был только один человек. Каково влияние низких температур при условиях, в которых оказалась группа? Здесь холод – еще один фактор, который работал против этих ребят. Потому что полученные травмы от лавины, дальше с ними бороться было чрезвычайно сложно в условиях очень низких температур и отсутствия одежды на них. Они побросали свою одежду в палатках. Они сами очень много допустили ошибок. Вот с моей точки зрения, они очень во многом от отсутствия опыта, конечно. Я думаю, что так как опыта у них было мало, я не говорю о большом туристическом опыте походов, как разжигать костры или там еще что-то, а зимнего опыта у них, видимо, было очень мало. Уточнив рельеф местности, характер снежного покрова и общую обстановку на высоте 1096, стало понятно, что склон выше палатки имел крутизну около 20 градусов, а толщина снега была не менее 1 метра, причем с верхним уплотнением, который можно увидеть на одном из последних снимков дятловцев при установке палатки. Итак, это была небольшая пластовая лавина из снежной доски, характерная для этого района номер 13 со слабой лавинной опасностью. То есть с опасностью, где она есть, но где площадь источников лавин невелика. Снежная доска – это такое состояние спекшихся кристаллов льда и снега, когда плотный и с виду прочный наружный слой лежит на очень слабой подложке лавинно ослабленных слоев снега. Такая структура снега долго формируется в течение всей зимы при воздействии сильного ветра, солнца и колебаний температуры воздуха. Верхний слой уплотняется в твердую, тяжелую снежную доску, которая внешне кажется прочной, но снизу она разъедена трещинами и лежит на непрочной трухе глубинной изморози, которая при разрушении снежной доски служит смазкой для скольжения верхних слоев снега. Лавина возникает при разрушении верхнего пласта по трещинам от внешних сил и внутренних напряжений. При этом пласт раскалывается, проседает вниз и начинает скользить по слабой и рыхлой подложке с небольшим трением. Поэтому лавина возможна и на некрутых склонах. Опасность схода таких лавин резко возрастает при повреждениях верхнего пласта ногами, лыжами и санками. И особенно увеличивается при установке палаток, когда подрубают весь пласт на значительную глубину, лишая снежную доску ее нижнего подпорного вала. В таких случаях эта доска повисает только на верхнем контуре, без поддержки снизу. Бывает достаточно легкого толчка, легкого порыва ветра, чтобы она пришла в движение. А движение это очень опасно, ввиду значительной тяжести этой доски, имеющей плотность 400-600 килограммов на кубометр снега. И еще важно отметить, что такой плотный снег трудно раскопать даже лопатой, ведь это совсем не рыхлый свежий снежок, а плотно спекшиеся зерна льда. Заведующий кафедрой физической географии и ландшафтной экологии в Пермском государственном университете, доктор географических наук профессор Назаров Николай Николаевич и доктор географических наук профессор Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Валентинович Чистяков после анализа ситуации согласились с выводами Володичевой.
Понимая, что для эксперимента создать аналогичные условия с условиями той зимы невозможно, мной было решено привлечь результаты совсем иного эксперимента, уже проведенного практикой походов. Я обнаружил несколько аварий-аналогов, сходных по условиям ситуации с трагедией группы Дятлова. И проанализировал 3 очень тяжелых случая с гибелью 7, 5 и 13 человек, причем 2 случая в феврале. 2 на Полярном Урале в 1982 и 1988 годах. Гибель групп Олега Романова и Михаила Еремкина. И 1 в Хибинах на Кольском полуострове. Гибель 5 человек группы Гореловского в 1983 году. Во всех этих случаях палатку ставили на некрутом склоне по штормовому, с заглублением в снег для защиты от ветра, но при этом нарушали целостность снежного пласта. Во всех случаях лавины сходили не сразу, причем лавины не отбрасывали палатку, а давили ее с обитателями одной стенки снежного углубления. Давили мгновенно и насмерть. Состояние снега на палатке указывало на то, что она была им придавлена. Ураганный ветер не разорвал палатку в клочья, не забил ее снегом и не завалил переднюю стойку, только потому, что все 25 суток большая часть палатки простояла придавленная сверху снежной доской. Меховая куртка одного из членов группы была найдена вдавленной в разрыв стенки палатки, обращенной к склону. Разрезы и разрывы другой ее стороны являются также следствием отчаянной борьбы в стесненном пространстве, и они были совершенно необходимы в создавшейся ситуации для высвобождения. Разрывы ската, сорванные оттяжки, сломанные лыжные палки, служившие основанием для оттяжек, упавшие лыжи, которые затем поисковиками были воткнуты рядом как вешки, и сломанная задняя стойка — есть следствие обвала, смявшего заднюю и среднюю части палатки. Из рассказа поисковиков Шаравина и Слабцова, обнаруживших засыпанную палатку, становится понятно, что они, воспользовавшись найденным возле входа ледорубом, разрубили слой смерзшегося снега и конек палатки и осмотрели ее внутренность на предмет нахождения там людей. Людей там не оказалось. Фонарик Дятлова, найденный сверху плотного слоя снега поверх палатки, свидетельствовал о том, что при выходе он был забыт в суматохе на палатке, к тому времени находившейся под снежным завалом. Кроме того, этот факт указывает еще и на то, что за эти 25 дней серьезных осадков не выпадало. На возможность схода лавины указывал и ряд косвенных фактов, связанных с условиями и обострением лавинной опасности. Это и лавинная опасность района номер 13, и перемены погоды с резкими перепадами температуры, скачками давлениями, усилением ветра, и наличие ветровых уплотнений снежных досок, и достаточная крутизна склона 20 градусов, и мощная у палатки толща снежного покрова более 1 метра. Наконец, в сентябре прошлого года, после обнаружения 2 мартовских снимков поисковых работ, удалось разглядеть на них на склоне горы место раскопа палатки и контуры сильно заметенного следа лавины Осова. Небольшая подвижка участка снега на склоне задела палатку только краем. Сверху и вблизи этот след увидеть было сложно, но снизу он просматривался. Но его никто тогда не заметил просто потому, что его не искали, а фотосъемку места палатки в различных ракурсах и при разном освещении не сделали. Итак, 1 февраля группа, соорудив лабаз и сложив туда запас продуктов и дополнительное снаряжение для того, чтобы облегчить нагрузку при подъеме на Тартен, двигается к долине притока реки Лозьва. Ребята, пройдя понижение между высотами 1096 и 905, останавливаются под северо-восточным отрогом вершины Халат-Чахаль на участке с глубоким снегом. До наступления сумерек остается немного времени, погода ухудшается, и группа решает разбить палатку, углубив ее по штормовому в снег для меньшей парусности, и заночевать, не желая терять высоту, а заодно провести тренировку холодной ночевки в усложненных условиях на верхней безлесной части горы. В тесноте палатки лежали плотно, согревая друг друга.
Из-за усталости дневники не писали, но все же выпустили боевой листок под названием «Вечерний Атартен номер 1» в предзнаменовании штурма очередной цели этого 300-километрового маршрута горы Атартен. Группа готовилась ко сну. Палатка дрожала на ветру, и ее засыпало сдуваемым с горы снегом. Подвижка малой лавины Осова вниз по склону была небольшой, несколько метров, а длина и ширина около 20-30 метров. Палатку накрывает лавина Осов, подмяв ее задник и середину. Над входом снежный пласт сдвинулся незначительно, и здесь палатку придавило меньше, так что ее передняя стойка устояла. Раздался треск сломанной стойки, порванной ткани и стоны раненых. Счет шел на секунды. Требовалось освободиться из-под завала, прежде чем кто-то задохнется от навалившейся тяжести. Наибольшую подвижность сохранили участники группы у входа, где навал снега был слабее, и где стойка палатки устояла, отвоевав себе небольшое пространство. Разрезав ножом, вырвали 2 куска ската, и через разрывы первые туристы смогли покинуть палатку. Они спешно стали помогать выбраться остальным. Через эти дыры в тяжелой борьбе извлекли раненых Тибо, Дубинину и Золотарева. Группа отступила от палатки на 15-20 метров. Здесь стали приводить раненых в чувство. 2 человека отчаянно пытались добраться до вещей в придавленной снегом палатке. Несколько вещей им удалось вытащить через разрывы. Дятловцы с ужасом увидели справа по склону от палатки свежий вынос лавины Осова, подвижку пласта снега на несколько метров. Они поняли, что лавина раздавила бы их сразу, если бы палатка оказалась не на краю, а в центре потока обвала. Группа оказалась в тяжелейшем и смертельно опасном состоянии на склоне горы, открытом ураганному ветру, ночью и с разрушенной палаткой, придавленной слоем плотного снега. Ураган валил с ног и обжигал открытые части тела при морозе минус 28. Быстро же раскопать палатку голыми руками и извлечь вещи оказалось просто невозможно. Давили не только эти ночь, мороз и ветер, давила и неизвестность от того, какие травмы получили раненые и сколько они еще смогут сохранять дееспособность, сколько времени оставалось им на отход к лесу в более безопасное место. И давил тяжелый стресс и психологическая травма от неожиданного поворота событий. Даже сейчас, точно зная характер травм, трудно сказать, каковы были резервы сил у раненых для отхода в лес. Дятловцы же даже не знали, какие травмы получили их товарищи и насколько эти травмы опасны для их жизни. Дятлов, конечно, понял, в сколь тяжелой и опасной ситуации оказалась вся группа, и что срочный отход в лес необходим для спасения от самой непосредственной опасности – гибели от ветра. И он, я полагаю, не мог не понимать крайнюю рискованность такого шага для группы, лишенной теплых вещей и бивачного снаряжения. Здесь не было выбора между легким и тяжелым или опасным и безопасным вариантами действий. Все пути к спасению были и крайне тяжелыми, и крайне опасными. А малейшее промедление приводило к роковым последствиям и гибели группы на открытой части горы от ветра и холода. Те, кому отход дятловцев в лес кажется нелепым и неестественным, просто не понимают тяжесть ситуации. Им почему-то видится только спасительный исход после откапывания вещей, но не видится вариант с людьми, замерзшими у палатки или на спуске. А такой вариант был наиболее вероятным при задержке группы у палатки. Давление стихии оставляло очень мало шансов на спасение группе, крайне ослабленной травмами и фактически лишенной теплых вещей и снаряжения, придавленных обвалом. Трудно сказать, какой толчок вызвал движение группы на спуск. Ясно, что таких причин и физических, и психологических было много. По всем признакам расчет дятловцев был таков: спустить вниз раненых,
укрыть их в безопасном месте, а затем вернуться к палатке за вещами. Это был не столько план, сколько примерная схема действий, а ее глубоко продумать не хватало времени. На первое место поставили дело спасения раненых, которые могли потерять способность двигаться и погибнуть от холода ввиду невозможности согревания движения. Группа пошла на спуск, ведя под руки раненых Дубинину и Золотарева. В поле Тибо две пары парней, сменяясь, несли на себе с захватом его рук на плечи. Руки у всех при спуске раненых были заняты, и что-то крупное взять с собой они не могли. А пустые рюкзаки, куда можно было что-то сложить, лежали в придавленной палатке под слоем из снега, ткани палатки и одеял, и добираться до них было долго и нелегко. Примеры других аварий показывают, что руками откопать очень трудно даже палатку, рухнувшую под тяжестью свежего снега от снегопада. Снег же снежной доски много плотнее и куда прочнее свежего снега, и раскопать его непросто даже лопатой. Группа спустилась в лес на 1,5 километра до крупного кедра. Здесь ветер был слабее, и можно было найти дрова для костра. Спускаться дальше не имело смысла из-за глубокого снега. Нижние ветви кедра ломали на дрова совместными усилиями. У кедра разожгли костер. На скате ложбины ручья вырыли снежное укрытие с настилом из срезанных веток пихт для Дубининой, Тибо и Золотарева. Понимая, что без теплой одежды и обуви не выжить, группа решает силами 3 участников – Дятлова, Колмогоровой и Слободина – вернуться к палатке за снаряжением и одеждой. С ранеными остаются Дорошенко, Колеватов и Кривонищенко. Под ураганным натиском ветра, холода и усталости, ползком и вконец обессилев, замерзают на склоне Зина Колмогорова, Рустем Слободин и Игорь Дятлов. Конечно, это был отчаянный шаг на пути к спасению, и, как оказалось, безнадежный. А у кедра авария перешла в фазу агонии, когда пораженные холодом люди отчаянно пытались согреться, получая ожоги рук и ног. При замерзании у Кривонищенко и Дорошенко проявляется эффект парадоксального раздевания на морозе, когда замерзающие снимают с себя одежду. Люди и ветер разбрасывают предметы одежды, делая всю картину малопонятной для тех, кто не знаком с обстоятельствами холодных трагедий. Вместе с догорающим костром угасала и жизнь. Оставшиеся в лощине в ожидании товарищей постепенно засыпают на морозе, чтобы уже не проснуться. 27 февраля поисковики Шаравин и Коптелов найдут обоих Юр, лежащих возле кедра вместе. Общая смазанность всей картины при холодных авариях не позволяет в точности воспроизвести все действия погибших с попытками согреться и общий их беспорядочный и затухающий характер. Вероятнее всего, что Колеватов уснул до последнего, согревая своим телом еще живого, замерзающего Золотарева, когда Дубинина, Тибо, Кривонищенко и Дорошенко уже были мертвы. У Кривонищенко обнаружили поклев носа птицами. В результате анализа травм язык и губы Дубининой съели какие-то мелкие лесные зверьки – лисы, горностаи, соболь. Скорее всего, это случилось еще до того, как ее занесло снегом, но могло случиться и позже, под снегом. Таежные охотники хорошо знают, что хищники и мелкие, и крупные начинают поедать тушу с самых лакомых частей, с губ и с языка. За 25 суток ветер занес снежную щель с настилом и погибшими в лощине ручья так, что их долго не могли найти. За 3 месяца они, плотнее снега, постепенно проваливались к ручью вниз и вдоль склона. Снег под ними таял, его размывали талые воды. В результате погибшие оказались на берегу ручья, а Тибо в воде. Там их и нашли. А деревянный настил имел меньшую плотность. Он плыл внутри снега по-своему и оказался выше по склону. Загадки положения погибших, естественно, объяснимы без мистики криминала и без подозрений, что погибших кто-то спрятал. Сейчас борьба с трагедией группы Дятлова вступила в новую фазу.
Приходится вести борьбу с обструкцией естественного описания лавинно-холодной трагедии, с теми, кто и замалчивает достигнутые результаты, и кто пытается их отрицать на основе дезинформации. Таков, например, тезис о какой-то избирательности лавины отдельных дятловцев, которым обвал нанес травмы. Недостоверная критика сводится нередко к мелким фактам, которые сами критики объяснить не могут и на основе которых пытаются отрицать саму возможность схода лавины. Недостоверная критика обычно сводится к внешне убедительной критике своих же заблуждений и того, что Буянов никогда не утверждал. К примеру, даже упоминание какой-то лавинной версии Буянова относится к чему-то несуществующему, поскольку каждое слово этого названия ошибочно. Ошибочно сводить причины трагедии только к лавине. И наше построение уже не версия, а достоверное описание событий. Говорить надо об описании событий лавинно-холодной трагедии, начало которому положил мастер спорта по туризму Моисей Абрамович Аксельрод. И сейчас, в результате всех усилий, ведь никаких других версий, основанных на достоверных фактах, уже не существует. Версия должна быть хоть на чем-то основана, а вот подтверждения фактами другие версии не имеют. Ложные выдумки – это не версии. И утверждение, будто право на существование имеют все версии, неверное. Оно верно только в самом начале расследования, а дальше надо отбросить все, что не подтверждается фактами. И неверно утверждение, будто участники поиска не обнаружили никаких следов лавины. Участник поиска Аксельрод первым увидел эти следы и выдвинул лавинно-холодную версию трагедии. А другие участники поиска обнаружили множество следов лавины, но по ряду причин не поняли, что это следы лавины. Сейчас насчет событий трагедии группы Дятлова сколько людей, столько и мнений. А различные организации личных мнений не имеют по определению. Так было и так будет. Но надо видеть и то, на чем реально основаны мнения людей, и то, как люди заблуждаются, и на основе неполной или ложной информации из-за инерции старых предположений. Утверждение же в прессе о том, будто никогда не удастся выяснить причины и ход трагедии, и что имеется несколько ее версий, это тоже мифология людей, которые ничего объяснить не могут. Есть сейчас достоверное объяснение причины хода катастрофы. Когда мне возражают по ходу и фактам естественного описания событий, я вижу, что люди или что-то не знают, или что-то не понимают в достоверной картине трагедии. Доступность фактов трагедии породила не только достоверные выводы, но и новую волну спекуляций на тему аварии Дятлова, когда достоверные факты используют не для понимания событий, а только для придания внешней достоверности выводам, которые на достоверных фактах не основаны. По нашему расследованию с помощью Уральского федерального университета имени Ельцина, преемника УГТУ УПИ, и Фонда памяти группы Дятлова в августе 2011 года вышла книга «Тайна гибели группы Дятлова», в которой подробно описан ход расследования и наши выводы о причинах и ходе событий трагедии. Сейчас тираж книги разошелся по рукам читателей. С выходом этой книги борьба с трагедией вступила в фазу утверждения достоверного описания событий лавинно-холодной катастрофы. Остальные версии обоснованно отброшены как недостоверные. Сейчас надо использовать опыт трагедии группы Дятлова для предотвращения таких аварий в будущем. Прежде всего, в плане учета туристами и альпинистами опасности пластовых лавин на некрутых склонах и резкого роста этой опасности при подрезках снежного пласта при установке палаток. И в местах, где этот пласт не поддержан снизу, например, на краю пропастей и ледосбросов. И надо видеть смертельную опасность ураганных ветров на открытых частях гор. Исторический опыт расследования этой катастрофы тоже надо использовать для расследования других сложных аварий не только туристам, но и врачам и юристам. Мы должны воздать должное самоотверженному поступку туристов группы Дятлова, которые погибли, но не оставили в беде своих раненых товарищей и до последнего дыхания вели борьбу со стихией холода и ветра за их спасение.
Свердловск провожал в последнюю дорогу смелых и отчаянных 9 участников того неоконченного похода. Игорь Алексеевич Дятлов, Зинаида Алексеевна Колмогорова, Николай Владимирович Тибо-Бриньоль, Юрий Николаевич Дорошенко, Людмила Александровна Дубинина, Александр Сергеевич Колеватов и Рустем Владимирович Слободин были похоронены на Михайловском кладбище, а Георгий Алексеевич Кривонищенко и Семен Алексеевич Золотарев на Ивановском кладбище города Свердловска. 27 апреля 2013 года утром на 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался Юдин Юрий Ефимович, 10-й участник этого трагического похода. Он до последней минуты жизни пытался узнать причину трагедии его молодости, трагедии, навсегда изменившей его жизнь. 4 мая 2013 года его прах был захоронен рядом с могилами дятловцев. Каждый год к перевалу Дятлова, к горе Атартен и к каменным останцам плато Мальпупунер идут по долине Ауспии десятки туристских групп. Эти места и маршрут стали популярны не только на Урале, а во всей России. Ложатся цветы к памятнику на скале останция перевала Дятлова, и на мемориал группы Дятлова в Екатеринбурге, и к памятнику дятловцам в Ивделе. О группе Дятлова выходят книги и кинофильмы, сочиняют стихи и песни. Память о павших туристах и о том непростом времени, опыт и уроки их трагедии принадлежат всем нам. По скриптум фильма «Неоконченный маршрут». Уже после создания фильма и после экспедиции на перевал Дятлова 2013 года удалось выяснить ряд очень интересных фактов, связанных с трагедией группы Дятлова. Пристальное изучение ядерных испытаний на Новоземельском полигоне обнаружило, что в 1957-1958 годах на полигоне было в воздухе взорвано 26 ядерных и термоядерных зарядов общей мощностью 20,5 мегатонн тротилового эквивалента. Это больше суммарной мощности всех воздушных ядерных и термоядерных взрывов на Семипалатинском полигоне 17,4 мегатонн. Суммарно этот взрыв кубика тротила с ребром 231 метр. Ясно, что это вызвало мощный разброс радиоактивных веществ в атмосфере. Небольшое количество пыли выпало с осадками и попало на одежду дятловцев из верхнего слоя почвы в ложе ручья.
Я опять обратился к таблице радионуклидов, которые определяют основную энергетику излучения из учебника радиационной медицины. По таблице стало ясно, что основную долю энергетики излучения радионуклиды со средним возрастом 1 год определяют изотопы церия-144, 66%, цезия-137 и стронция-90. Оба эти примерно по 7%. Причем все эти изотопы как раз и дают то бета-излучение, которое и было обнаружено на 3 образцах одежды из 10. А сопутствующее гамма-излучение церия и цезия очень невелики. Оно оказалось на уровне естественного фона, и его экспертиза не обнаружила. Вот так вывод о том, что радиация попала на одежду от испытаний на Малой Земле, зона С, получила мощный факт свою поддержку. Ясно, что по сравнению с этой мощью радиационного воздействия на тайгу, там ничего и близко не лежало. Другой факт я обнаружил на месте палатки, которое мы уточнили в экспедиции 2013 года на перевал Дятлова. Оказалось, что в зоне, где стояла палатка, склон имеет бугры и уступы. Средняя крутизна склона там, выровненного снегом, около 20 градусов, но на буграх и уступах она меньше. А на скатах бугров и уступов она больше, в пределах 25-30 градусов. Стало понятно, что дятловцы поставили палатку в естественном углублении склона на участке с глубоким снегом, выемки под бугром или уступом. И видимая крутизна склона по снегу, она была меньше, чем крутизна склона выше палатки на скате бугра или уступа. Вот это обстоятельство тоже способствовало сходу небольшой лавины со ската бугра или уступа склона. То, что было под снегом, поисковики тогда не заметили. Был обнаружен еще один явный прямой факт в пользу лавины. По показаниям Слабцова, в средней части палатки из-под снега торчали рваные лоскуты ткани. На схеме повреждений палатки они изображены как края с бахромой, возникшей из-за ветра, трепавшего эту ткань ледяной крошкой. Края торчали потому, что при выходе из палатки дятловцы увлекли за собой края ткани, и между ними засыпался снег. Если бы это не произошло, ветер бы завалил палатку, лоскуты ткани просто прижало бы весом, ветром и снегом, и их бы просто занес снег. А состояние, при котором лоскуты торчали наружу, характерно именно для палатки, придавленной снегом, из которой люди выходили и вытаскивали вещи. И, наконец, самое главное, удалось обнаружить аномальные причины трагедии. С помощью Павла Яковлева, обратившего внимание и представившего статистику изменения циклов солнечной активности, нам удалось обнаружить важные зависимости аварийности в альпинизме и туризме от пиков солнечной активности. Мы использовали статистику аварийности по числу 1252 погибших в альпинизме с конца 20-х годов 20 века. По настоящему время из книги «Мы вас помним». Вот эта книга. И за 2011 и 2013 годы. На это нас натолкнуло подозрение, что авария группы Дятлова как-то связана с пиком аварийности, с пиком активности Солнца 57-59 годов, 19-го, самым мощным за весь период наблюдения в 400 лет. Я же сразу вспомнил об аномальном пике аварийности в туризме на стыке 50-60-х годов. Из-за этого пика аварийности даже пытались вообще отменить самодеятельный туризм, но эта административная мера привела к обратному результату, к удвоению аварийности. Эти наши подозрения привели к построению графиков относительной аварийности в альпинизме и наложению их на графики солнечной активности. И оказалось, что на пиках солнечной активности или сразу после них аварийность в альпинизме увеличивалась на 50-100% в пределах 1 года и на 40-70% в пределах 2 лет. Эта закономерность наблюдается на всех пиках солнечной активности, на которых собрана достоверная статистика аварий. Зависимость аварийности в туризме за те годы, за которые нам было известно достоверное число погибших, примерно соответствовала зависимости в альпинизме на пиках солнечной активности.
Нам стало ясно, что солнечная активность влияет сложным образом на биосферу Земли, на поведение людей, на физические процессы в атмосфере и земной коре и вообще на биопроцессы. Как оказалось, эти влияния, на которые еще в 50-е годы прошлого века указывали советские ученые Чижевский, Мустель, были прямо связаны с показателями аварийности в туризме и альпинизме. Но в те годы достоверной статистики аварий еще не было, поэтому обосновать математические выводы о связи солнечной активности и аварийности было сложно. Стало ясно, что накопление энергетики Солнца на 19-м пике солнечной активности на стыке 50-60-х годов привело и к обострению снежно-лавинной обстановки, и к усилению циклонической деятельности в атмосфере. Эти процессы способствовали исходу лавины и роковому приходу сильного арктического циклона в ночь трагедии. Показатели в этом плане, например, и ледовый обвал 90-го года под пиком Ленина на 22-м пике солнечной активности. Он сошел на лагерь альпинистов в месте, которое считалось совершенно безопасным. Произошла самая крупная катастрофа в истории альпинизма с 43 погибшими. Пики солнечной активности вызывают аномальные обвалы и лавины там, где их не ждут. Вот так авария трагедии группы Дятлова вывела нас на новый уровень понимания причин аварийности в туризме и альпинизме, а также взаимосвязи пиков солнечной активности с другими стихийными явлениями на Земле и с кризисами общественного развития. Ведь пики солнечной активности наблюдались в 1917, 1928, 1937, 1989 годах, с которыми или сразу после которых наблюдались тяжелейшие кризисы и мировой истории, и истории нашей страны. Пики солнечной активности связаны с наиболее мощными пиками аварийности в туризме на стыках 50-60-х годов и на стыке 80-90-х годов прошлого века. И с пиками солнечной активности связаны наиболее крупные катастрофы с обрушением ледников у Аскаран и Колка в 1970 году и 2002 годах. Это то, что удалось увидеть сразу. А более глубокие закономерности мы еще обнаружим после полного сбора статистики катастроф и их обработки математическими методами. Верный путь объективного расследования трагедии группы Дятлова вывел нас на новые горизонты исследований аварийности и катастроф.